Офицер, можете нам объяснить, почему наш малыш родился с черными волосами, хотя я рыжая, а Аарон блондин? Вивиан, такое случается, к сожалению. Так как ты прожила в Глазботе уже много лет, то ты уже получила определенную дозу радиации. Плюс еще здесь плохая экология. Все это приводит к таким последствиям. Твой ребенок не первый, кто родился с такими черными волосами. И что же делать? Они потом как-то изменятся? Из того, что я знаю, шансы 50/50. У кого-то при взрослении цвет волос восстанавливается, а кто-то так и остается с ними навсегда. Вивиан, не расстраивайся. Главное, что наш Тео здоров, а цвет волос не так и важен. Друзья, всем привет! Мы начинаем вторую неделю второго поколения. И смотрите, кто у нас тут стоит за углом. Та-дам! Так, а куда это Вивиан? В туалет, все понятно. Кто досмотрел прошлый эпизод до конца, те в курсе, что ребята у нас ожидают второго малыша. И у нас еще повзрослел Тео. И прежде чем я сделаю пару объявлений, давайте Вивиан поговорит с Гарри, потому что ей нужно официально завершить с ним отношения. Так, как это сделать? Как это сделать? Вот, отношения, просить остаться друзьями. Вивиан у нас там бутылочку взяла, но вроде бы отменилось это действие. Это, кстати, самое сложное сейчас — уследить за ними, чтобы они не кормили из бутылочки, так как в нашем городе еще не существует смесей для кормления детей. И куда ты ее понесла? На стол? Хорошо, оставь на столе. И иди, надо все-таки сделать этот шаг и поговорить с Гарри. Поговорить не в плане поболтать, Вивиан. Вам нужно с ним разорвать отношения. Я же уже поставила это действие. Так, еще раз. Просить остаться друзьями. Я думаю, Гарри уже знает, что Вивиан вышла замуж, что у нее уже есть ребенок, поэтому для него это не будет новостью, что Вивиан решила не продолжать отношения. Но в любом случае ему будет это неприятно. Да, вот мы видим, у него появился дискомфорт, потому что для него Вивиан была таким, знаете, спасительным кругом, что и делать особо ничего не нужно, и при этом он вроде бы и в отношениях был. То есть это даже больше какое-то такое прикрытие для общества, чтобы к нему не приставали, когда ты женишься, когда заведешь детей, а он же не хотел детей. Поэтому с Вивиан ему в этом плане было удобно. Она работала, ей нельзя было выходить замуж, ну и, соответственно, ей нельзя было иметь детей. Но, с другой стороны, он к Вивиан тоже привык, они все-таки больше 20 лет знают друг друга, поэтому сегодня для него будет такой грустный, да, день, но другого пути у нас уже нет. И сегодня у меня будет еще 2 объявления, а пока давайте посмотрим на нашего мальчишку. Наш мальчишка, как вы помните, родился с черными волосами, хотя Вивиан рыжая, а Аарон блондин. Он у нас хочет кушать, поэтому давайте скорее его покормим. А, Гарри идет к нам. Гарри идет к нам. Он еще и ругается. Давай тогда, Вивиан, скажи, что ему уже пора домой, потому что ты устала, тебе нужно кормить ребенка. Давай, Гарри, иди домой, пожалуйста. Вот. Теперь мы можем спокойно покормить малыша. И первое объявление. Я эту серию снимаю сразу, как я выложила предыдущий эпизод. И поэтому сейчас, в момент съемки, я не знаю, что вы мне отвечаете на мои вопросы. В том числе по поводу волос этого малыша. Поэтому все решения, да, части фамилии, карьеры, волос ребенка будем принимать уже в следующей серии, когда я увижу ваши ответы. И второе объявление. В прошлой серии я не показала, но я у Аарона обнулила все навыки.
потому что я сказала, что я убрала все предпочтения, но ничего не сказала про навыки. А так как Аарон у нас был не житель Глазбота, да, он был новенький, приезжий, то мне кажется правильным, что такие персонажи должны приезжать без прокачанных навыков. На этом объявления у меня закончены. Вивиан сейчас позанимается еще малышом. Ой-ой-ой, а что случилось? Вы видели? У меня все было так хорошо. А теперь и Вивиан грязная, и малыш грязный. В общем, я опять начинаю все сначала. И в целом, эта серия, скорее всего, будет вся посвящена уходу за детьми. Пока у нас один ребенок, мне это нравится. И я очень надеюсь, что эта серия будет короче, чем предыдущая. Иначе, знаете, я не буду спать всю неделю. Аарон у нас все еще трудится на работе, и хоть у него выпала специализация злодей, но сейчас у него еще не было развилки в карьере, поэтому он трудится как тайный агент. И я думаю, он, когда устраивался, его заинтересовала эта работа именно тем, что он помогает городу, расследует преступления. То есть тайный агент — это такой положительная профессия, но он еще не в курсе, что позже ему нужно будет выбрать направление. Поэтому сейчас для всех и для себя в том числе Аарон трудится на благо этого города. Ну, а Вивиан сидит с детьми, и ей сегодня еще нужно будет уволиться с работы, потому что с детишками столько ограничений. Я изучала правила, и получается, что в ясли малышей отправлять нельзя, няню нанять нельзя, детских садов нет. Поэтому, пока дети маленькие, одному родителю нужно обязательно быть дома. И давайте посмотрим Аарона. Устал. Что они все ходят на лавочку спать? У нас столько кроватей дома. Возвращайся давай, иди домой, иди помой руки и поможешь Вивиан здесь прибраться немного. По работе его повысили до тайного агента. Подбежать, уклониться, вырубить злодея приемами дзюдо. Ну вот, видите, как я и говорила, он сейчас работает против злодеев в этом мире. Этим, я думаю, его и привлекла эта карьера. То есть он не выбирал именно своей целью быть злодеем. Он хотел быть хорошим для этого города. И ему нужно будет нам прокачать обаяние и выполнять дружелюбные действия. У нас Вивиан очень сильно проголодалась, поэтому я ее отправила готовить рыбку. Аарон проснулся и тоже хочет есть. Мы с ним, конечно же, тоже поделимся рыбкой, но сначала Вивиан. Вот, 2 кусочка рыбки, и она почти полностью сыта, поэтому Вивиан освобождает место, и кушать садится Аарон. Мы все еще не уволились с Вивиан с работы, и я, кстати, так и не знаю до сих пор, получила ли я пенальти за то, что Аарон в прошлой серии звонил и устраивался на работу из дома. Ну, а Вивиан я по привычке вывела за пределы участка. Нам нужно уволиться с работы. Соседи ходят, видите, радуются, что Вивиан закрыла карьеру, и у них теперь появились многоэтажные дома и ветряки. Вы уверены, что Вивиан должна бросить карьеру? Да, уверена, мы увольняемся. И вот только под конец вечера ребята смогли немножко поговорить. У Аарона, смотрите, безоговорочная влюбленность. Когда он находится рядом с персонажем, в которого он влюблен, он чувствует, как его переполняют романтические чувства. А до этого, знаете, и у Аарона, и у Вивиан были мудлеты блаженства брака. Там было что-то из серии, что я и не мог подумать, что спустя столько времени может быть так хорошо в браке. А вообще-то Аарону нужно дружеские действия прокачивать, поэтому я буду разбавлять их романтику дружескими действиями. Мне кажется, там малыш плачет. Сейчас родители придут, подожди чуть-чуть.
Тео был голодный, поэтому Вивиан его покормит, а Аарон пока позанимается спортом. Все равно он сейчас ничем не может ей помочь с малышом, а ему при этом обязательно нужно прокачать спорт и ЗОЖ. Потому что, как я и говорила, если вдруг он не успеет закрыть карьеру до пожилого возраста, с прокачанными навыками он сможет ходить на работу и на пенсии. Наши уложили малыша, и вот Аарон старается, опять делает Вивиан массаж. Ой, животик трогает. Мило, это очень мило. Но ему нужно для работы поднять обаяние. Сейчас 100%, поэтому давайте чуть-чуть еще подождем. Вот, все. Мы прокачали для работы все, и сейчас мы их отправим спать. И так как у них нет действия зачать ребенка, так как Вивиан беременна, то мы можем выбрать заняться в уху. И на этом спокойной ночи. Друзья, смотрите, с чего у нас начинается вторник. На дворе ветреная погода. Я отправила Вивиан ловить рыбу, и пока она добежала, она успела описаться, проголодаться, и плюс у нее гигиена упала, поэтому все, у нас нет возможности ловить рыбу. Поэтому мы только собрали воду, лук, кстати, тоже до нас кто-то собрал, поэтому мы идем домой без рыбы и без лука. Слишком долго мои спят, видимо. Аарон вернулся с работы, его не повысили, и он сразу пошел спать, а сегодня ему нужно будет еще дружелюбные действия поделать перед завтрашним рабочим днем. С малышом хочешь поиграть? Ну, поиграй немножко. Привет, ты такой потрясающий человек, я хочу подарить тебе подарок. Так, Аарон, ты иди ложись спать, а мы с Вивиан пойдем поболтаем с Ванессой. Эта девушка, кстати, ну уже не девушка, да, приехала вместе с Вивиан спасать этот мир и проходить карьеру, но она не достигла вершины карьеры, и недавно она нам сообщила, что вышла замуж, родила детей, поэтому она, видимо, нам в честь рождения детей наших, да, тоже принесла подарочек. Спасибо тебе большое, что ты нам принесла. Какая-то скульптура, посмотрим попозже. Вивиан ей тоже расскажет, что она уже беременна вторым, поэтому они поболтают о детях. А почему у меня скульптура не переносится в сундук? А куда мне ее деть? Давайте я тогда ее поставлю вот здесь на -2 этаже, где у меня, где я складирую детали для ремонта, и здесь же у меня есть закрытая комната. Вот я поставлю ее сюда, а в воскресенье тогда перенесу все это в багаж семьи. А у нас сейчас ветреная погода, и у нас весна. Весна. Я не поменяла сезон. Штойте, штойте. По правилам, в первый день весны мы должны кодом вернуть зиму. Вот, я это сделала, у нас вернулась зима. Ну, а мне очередной пенальти, потому что я уже просрочила 3 дня целых. Вивиан хочет спать, поэтому давайте попрощаемся с Ванессой. И к нам принесли счета. Поэтому Вивиан сейчас идет, оплачивает счета. И, наверное, все-таки нам придется приготовить еще одну рыбку, потому что пока Вивиан беременная, ей на луке очень сложно. У нее и так токсикоз, у нее болит желудок, а еще если она ест лук, то тогда она у меня целый день проводит в туалете. Поэтому вот мы уже кушаем рыбку, у нее скоро 3-й триместр. Так, давай еще один кусочек, и на сегодня хватит. Вот прям еще, давай, еще один. Вот, все. И беги, давай в туалет. Давай, беги. И один кусочек у нас съест Аарон. Только один, ладно? Один оставь, потому что вечером Вивиан еще поест, она опять проголодается уже. А у него интеллектуальный ступор. Так, хватит есть.
Давай иди тогда на коврик, раз у тебя ступор, а я рыбку, наверное, спрячу вот сюда, на кухню, потому что эта комната у меня закрыта, и чтобы эту рыбку никто не съел или не выкинул, пусть она хранится здесь. Вивиан у нас решила немного освежиться. Я смотрю, малыш пока спит, поэтому Вивиан, наверное, сейчас тоже пойдет поспать, пока у нее есть такая возможность. Аарон продолжает заниматься. Ему, видите, ему понравилась рыбка, ему нравится йога. Вот, осталось только ступор убрать, и вообще все будет идеально. Ближе к вечеру у нас проснулся Тео. Вивиан успела сбегать и доесть рыбку, поэтому, видите, она в хорошем настроении. И мы сейчас позанимаемся малышом. Его нужно покормить, сменить подгузник. Они, когда маленькие, они такие милые, такие хорошенькие. Особенно, когда он один. Эй, а откуда бутылочка? Я же тебе другое действие назначила. Да, нам не надо бутылочек, у нас нет бутылочек. В этом городе после апокалипсиса еще ни разу не привозили смеси, поэтому о них никто не знает. Вот, у Тео сегодня все хорошо. Вивиан, кстати, раскидала грязные подгузники здесь по углам, чтобы они не около ребенка были. И сейчас занимается с малышом. На этом мы заканчиваем вторник. Ребята сейчас еще немного позанимаются, кто на коврике, кто с малышом. И дальше все пойдут спать. У нас среда. Аарону сегодня на работу, но мы ему снимаем ступор. Тут осталось прям совсем чуть-чуть. Я надеюсь, ему хватит сил, потому что кормить его я сегодня не буду. Поэтому ждем. Вот осталось пару минут. Всего пару минут, и ступор у нас прошел. Поэтому Аарон отправляется на работу. Давай, удачи тогда, удачи. Я оставлю ему нормальный режим работы, потому что в целом у него все прокачано. И если никакой плохой карточки не выпадет, то ему реально сегодня получить повышение. Я тем временем разбудила Вивиан и отправила ее за луком. А у нас ветреная погода. Так, подождите, а я ее отправила за луком. Подождите, я посмотрю, далеко ли она убежала. Вот, вроде бы недалеко еще. Давай тогда вот ты сюда лучше спустишься и здесь половишь рыбу. Ой, все равно туда пошла. Ой, а как далеко-то. Посмотрите. Вы видите? Видите, куда она дошла? Уже могла бы рыбу ловить в это время. А вот и не могла. Потому что ветер закончился. Тогда домой. Хорошо, что лука хотя бы собрали. Будем тогда сегодня заниматься малышом, раз нам не удалось половить рыбу. И давай покорми малыша и пойдем есть лук, который ты собрала. Я думаю, малыша уже можно оставить поспать. А где лук? Мы так далеко бегали. Видимо, кто-то опередил Вивиан. Это печально. Это очень печально. Что же мы будем есть? Потому что, мне кажется, у нас закончился лук. А нет, вот, осталось, но всего 2 штучки. Вот это новости. И пока Вивиан моет руки, я считаю тут, сколько у нас осталось рыбок. Вот, я вижу, плавает 4 рыбки. Но выбора у нас нет. Будем есть рыбу, а то Вивиан совсем плохо. Мы уже готовим шашлык из рыбы. И представляете, я только сейчас заметила, что вон там внизу угольки, а сверху решетка. Я раньше никогда не обращала внимания, что тут есть угольки. А тут, видите, апокалипсис открывает новые грани Sims. И как обычно, Вивиан, кушаем по чуть-чуть. 1 кусочек ты съела, а все остальное спрячем давай на кухню. И пока Аарон не вернулся с работы, нам нужно не забыть списать деньги. Так, подождите, не отвлекайте нас звонками, нам нужно списать деньги. Не то написала, секундочку. Вот так, все.
Мы обнулили наш баланс, перечислили деньги в бюджет города, и вроде бы из важного на эту неделю я все сделала. Ввела код, оплатила счета, списала деньги. Ждем Аарона. Минута осталась. Да, его повысили. Его повысили до оперативного сотрудника. В фильмах оперативные агенты работают под прикрытием, чтобы попасть в религиозный культ, банду уличных гонщиков или на конкурс красоты. На самом деле Аарон занимается допросом персонажей в шапках из фольги. Так, единственное, он теперь работает у нас 4 дня в неделю всего. А это значит, что его будут реже повышать и реже кормить. Поэтому нам нужно прям вот как-то сосредоточиться на карьере Аарона, но пока у нас маленькие дети, я вот никак не могу ничего с этим сделать. Аарон у нас ушел сразу спать, а мы пойдем проверим малыша. Малыш тоже спит, вот это да. Давай, Вивиан, тогда вот здесь немного уберемся с тобой, и ты тоже пойдешь спать рядом с Аароном. И вот так у них проходят дни. Вивиан спит, ходит в туалет, пытается что-то поесть. И тогда на сегодня мы идем все спать. Прямое включение, четверг, 2 утра. У нас заплакал малыш, поэтому все проснулись. Аарон пошел играть в шахматы, а Вивиан, смотрите, пришло сообщение, что она рожает. Но я так понимаю, после первого малыша, что это еще не сами роды, это подготовка только. И, в принципе, у Вивиан есть еще какое-то время в запасе. Папа занервничал, а мама такая спокойно ходит. Сейчас даже еще, смотрите, спать ляжет. Так, Вивиан пошла мыть руки. Готовится, да, Вивиан? Готовишься? Скажи, мы никуда не торопимся. И вот Вивиан у нас сыта, намыта, спит себе спокойно, а Аарон переживает. И ему еще, конечно, нечего поесть, поэтому мы, наверное, тоже его сейчас отправим спать, чтобы он хоть как-то дотерпел до работы. Тем более Тео у нас тоже спит, поэтому спокойной ночи. Все, началось. Просыпаемся. Аарон, просыпаемся. Ждем. Вы кого ждете, мальчика или девочку? Я жду Мэй. Я уже давно мечтаю, чтобы у меня была девочка Мэй. Получится у нас Мэй, как вы думаете? Ждем. Мальчик. Опять не Мэй. И, кстати, у меня всего 2 имени было подготовлено для мальчика, поэтому если 3-й тоже будет мальчик, то я его назову Мэй. Нужно будет только полное имя придумать. Так, а 2-й малыш у нас будет Джейден О'Рейли. Все, папа успокоился, смотрите, и сразу спать лег. Он такой, ура, все случилось. Ну что, кто тут у нас? Что-нибудь понятно? Ничего не понятно. Давайте сразу ему назначим приоритетный способ кормления, чтобы Вивиан реже бутылочку брала. Так, а это что у нас? Тоже хочешь кушать? Давайте тогда покормим и тебя обязательно. Вивиан кормит малыша, и дальше я отправлю ее чуть-чуть поспать. Вот так, перед работой Аарона у нас столько произошло всего, и они все вырубились. Аарон у нас перед работой проснулся пораньше, чтобы посмотреть базу разведки. Ему это нужно для работы. И пока мы здесь, у нас же должно быть еще одно вот такое свидетельство о рождении. Вот оно у Вивиан. Давайте мы его тоже сюда повесим. Классно придумали, мне прям нравится такая идея. А Аарон у нас уже ушел на работу, а Вивиан занимается детишками. Тео у нас вырубился, поэтому пока все внимание уделяем младшенькому. И давайте с вами, знаете что, давайте посмотрим календарь.
Вот, я как раз здесь праздник удалю. И посмотрите, посмотрите, у нас завтра празднует день рождения Джейден. В субботу с летом день рождения у Тео, а в воскресенье у Аарона. Ну, соответственно, завтра это день такой именно для самого празднования, да, поэтому наши дети вырастут где-то на следующий день с утра, то есть Джейден повзрослеет в субботу с утра, а Тео в воскресенье с утра. А посмотрите, насколько день рождения сместился у Вивиан. Он был через неделю после Аарона, а теперь, смотрите, у них разница уже практически в 2 недели. Такими темпами они скоро станут ровесниками. И вот так Вивиан занимается сначала одним малышом, потом, если проснется второй, то будем заниматься вторым малышом. Если не проснется, то побежим за луком. Я тут охраняю куст лука, жду Вивиан. Ой, а вот это что за куст? Клубничный куст? У нас растет клубничный куст? Мне нужна девочка. Блин, не сезон. Жалко. Но это я шучу. По правилам так делать нельзя, если что. Поэтому, Вивиан, пойдем к другому кусту лука. Вот здесь у нас тоже есть лук. Нет, не брать! Нельзя! А мы можем его как-то отвлечь? Получилось! Вы видели? Он хотел забрать наш лук. Все, дальше мы можем с ним не общаться. Давай, Вивиан, забирай наш лук. Хватит там что-то смотреть в неработающем телефоне. Отлично. Можешь сразу воду собрать и после этого отправляйся домой. Ура! Я уже прям, знаете, каждой луковице рада. А почему у нас только 5 лука? Обычно 5 плодов бывает с одного куста, а мы бегали 2 куста собрали. Обманули? Так, а малыши у нас тут уже пищат. Все пищат. Вивиан, ты где? Беги, все тебя зовут. Кому ты пойдешь первому? К младшенькому, да? К младшенькому, значит. Так, давай его покормим, да? Еще поиграем с малышом, покачаем и положим его обратно спать. И потом пойдем к старшенькому. Он хорошо пока у нас не кричит, но смотрите, как он наблюдает. Он такой: «Чё, мам, ну чё? А я? Ну когда?» Сейчас я ей поставлю действие и покормить его, и поменять подгузник. По максимуму за ним поухаживаем. У нас тут папа уже скоро придет. Но папа придет, знаете, и сразу ляжет спать. Но, несмотря ни на что, он молодец. Он 4 дня усердно трудился. Он получил 2 повышения, поэтому он молодец. И да, вот папа вернулся, и видите, сразу спать. Он даже не дошел до кровати, он вырубился. Представляете, насколько наш парень устал. И жена у него новая, первая. И работа усердная, и сразу 2 детей. Вообще, вот какой у нас парень трудолюбивый. К нам хочет к Аарону зайти Драгон. Они, кстати, вместе сюда приехали, поэтому заходи, пообщаемся. Они друзья, они даже жили вместе. И смотрите, у нас ветреная погода. Ага, все, не идем мы ловить рыбу. Идите тогда в шахматы поиграйте. Обсудите, какие у вас там вопросы возникли. А что не так? Не можете пройти? Странно. Ну, тогда поболтайте на улице. Видимо, лишние уши вам помешают. Вы видите, у нас все малыши спят. Аарон немножко тоже сейчас поболтает, потому что он тоже хочет спать. Но в целом ему поставлена задача руководством внедриться в доверие к жителям. Поэтому чем больше он будет общаться, тем выше у него будет обаяние, и тем быстрее его повысят. Ты спать хочешь, да? Ну, прощайтесь тогда, и иди спать. Все, пока-пока. 2 часа ночи, мои только уснули, а малыши опять плачут.
И так постоянно. Пока Аарон работал, все время вставала Вивиан и следила за ними. А сейчас, когда вот у Аарона будут выходные ближайшие, думаю, пару ночей он будет ей помогать. Смотрите, смотрите, какая милая ножка тут болтается. И на этом я, наверное, заканчиваю четверг, потому что здесь у меня бесконечный процесс. Один засыпает, второй просыпается, и так по кругу. Поэтому все, споки-ноки до пятницы. Я усталь, я ухожу. Пятница. Наши все проснулись поздно, так как у всех сегодня выходной. Аарон собрал урожай, и смотрите, он весь чешется, у него зуд. А как нам это лечить? У нас же мы не можем лекарства покупать здесь. Давай тогда иди скорее домой, там отдохнешь, может быть, получше будет. Вивиан тем временем выспалась, играет в шахматы. Сейчас мы ей дадим луковицы, которые Аарон добыл. Рыбку мы пока тратить не будем, так как она не беременная, и будем ее экономить. Так, давайте помоем руки. И после этого куда мы пойдем? Мы пойдем ухаживать за детишками. Ой, я вижу Тео. Тео спит. Удобно наблюдать отсюда. Ого, у тебя такой беспорядок. Любишь копить барахло. Могу помочь разобрать весь этот мусор. А как? Его нужно пригласить, войти, получается, да? И только после этого он нам поможет? А я не могу его пригласить, потому что мы можем приглашать войти в дом только друзей. Вдруг он чего задумал? И вообще, как-то стыдно, когда тебе говорят, что у тебя много мусора, поэтому нет, спасибо, мы сами разберемся. Дети опять все спят, идиллия. За всю неделю это прям рай для моих ушей. Вивиан аж даже решила убраться дома. Во-первых, дети спят, а во-вторых, ей намекнули сейчас про мусор, да? Вы посмотрите, что у нас происходит. У нас Аарон и Вивиан более-менее свободные сегодня. Поэтому Аарон решил позаниматься йогой, а Вивиан поиграть. Мне кажется, такого уже 2 недели не было. Еще бы у них было что поесть, и вообще было бы идеально. И представляете, сейчас в моменте, видели, Аарон занимался йогой, потом подошел, поцеловал Вивиан и дальше стал заниматься. Я не могу, они такие милые. Иди уж тогда, что ты убегаешь? Давай поболтаем с Вивиан. У них опять появилось действие завести детей. Я думаю, Аарон спросит у Вивиан, как она считает, нужно ли заводить им еще детей или остановиться на 2 пацанах. И Вивиан скажет, да, она хочет девочку, она хочет Мэй. И вот знаете, я думаю, сейчас у нас вырастет старшенький, и если с ним будет попроще в плане ухода, то тогда они пойдут за 3-м. Если с ним будет так же тяжело, как с инфантом, то, наверное, тогда мы пока повременим, потому что я, правда, очень устала за ними, за всеми бегать. У меня уже у самой глаз, мне кажется, дергается. И посмотрите, как у нас сегодня чисто на полу. Такого тоже давно не было. Поэтому мы сейчас даже с ребенком здесь позанимаемся. А что плачем опять? Спать хочешь? Зато потом быстрее уснешь. Наступила очередная идиллия. Все дети спят, Аарон спит, и Вивиан тоже спит наверху. Спокойной ночи. Суббота, 5 утра, и у нас взрослеет Джейден. Мои уже все давным-давно проснулись, Аарон там с Тео на руках, Вивиан вон намывается, и я уже вижу, что у него рыжие волосы. Так, генерим черту характера. Спокойный. Они любят наблюдать за миром, реже плачут, а также не так быстро устают. Хорошо, пойдемте на него смотреть. Так, волосы мамины, а глаза вроде папины, не зеленые. Кроватки для него, правда, сейчас нет, но завтра у нас уже Тео подрастет, и как раз Джей будет спать вот в его кроватке, перейдет по наследству.
И первым делом в выходные мы с Аароном бежим собирать лук. Я его тут опять охраняю. А вон какая девушка побежала красивая со спины. Давайте, давайте пойдем с ней познакомимся. И Гарри бежит. С Гарри не надо знакомиться. Ой, какая хорошенькая. Давайте, давайте поговорим с ней про погоду, похвалим наряд, обсудим интересы. Аарон же у нас теперь агент под прикрытием, и ему надо знать, что происходит в городе, поэтому под видом знакомства он вот со всеми общается, втирается в доверие, узнает секреты этого города. Поэтому вот ему нужно общаться. Чем больше, тем лучше. И у нас вот здесь есть еще один куст лука. Надо его тоже собрать, пока никто не пришел. Хотя сегодня суббота, видимо, все тоже спят, у всех выходной. Так, молодец. И теперь беги домой, будем кушать лук, потому что здесь его опасно есть, здесь нет бесплатных туалетов. А дома, смотрите, малыши спят. Вивиан вот тут одна голодная. Давай, давай, ешь луковицу и еще одну. Аарон, знаешь, сколько там лука принес? 10. 10, вы видели? А Вивиан по 5 все время приносит. Так, Аарон, ты сразу на коврик? Ну хорошо, я думала, ты тоже лучок поешь. Аарон у нас опять чем-то заболел. Он ходит и хихикает. Зато веселый. И пока у ребят выдалась минутка, Аарон, как обычно, флиртует с Вивиан. Они не общались вот так вот вдвоем почти уже вторую неделю. Но они соскучились. Они соскучились, конечно, друг по другу. Они до этого 2 недели проводили только друг с другом, а тут получилось сразу на такое же время расстались. Проснулись. Дети проснулись. В туалет, в туалет. Сначала в туалет. Так, ты в туалет, Вивиан, а мы с тобой пойдем вниз. Кто первый проснулся? Первый Джей, да? Покушать хочет. Ну давай, идем уже, идем. Что ж так плакать-то? И Тео уже проснулся. Арна, ты иди за Тео тогда ухаживай. Ему надо вот подгузники сменить, умыть. Так, теперь мы меняемся. Вивиан мы передаем старшего, она его покормит. Подождите, нажму на паузу, а то ничего не успеваю. Вивиан кормит старшего, а Аарон идет заниматься с младшим. И пока мы занимались с детьми, смотрите, какое сообщение еще пришло. Привет, соседушка, мне кажется, или у тебя что-то сломалось. Нужна помощь? Меня не просто так называют мастером на все руки. К нам пришел Гарри под видом мастера. И что он будет делать? Тоже, получается, мы его должны пригласить войти, и он нам что-то починит. Но я не хочу его приглашать. Он подозрительный такой, подозрительный. Тем более он экс. Не будем. У нас и так вот мальчик один с черными волосами есть. Нам еще один не нужен. Я, кстати, поняла, что у нас сломалось. Наш коллектор, видимо, издалека видно, он искрится, поэтому все приходят и говорят, что у вас что-то сломалось. Но Вивиан его сейчас моментально починит. И сейчас мы поедим лук, и завтрашний день уже посвятим тому, чтобы прокачивать обаяние Аарону. Вивиан сразу бежит в туалет. Тем временем просыпается Аарон и тоже идет есть лук. Так, Вивиан нравятся светские беседы. На любые предпочтения мы должны всегда нажимать «нет». На любимое предпочтение. Потому что в этом мире не должно быть ничего, чтобы приносило удовольствие нашим симам. Они должны страдать в этом апокалипсисе. Все, ура, ура! Аарон достиг 3-го уровня навыка обаяния. И нам еще нужно позаботиться о детках сегодня. У нас пока проснулся только Джейден. Мы его накормили, подгузник поменяли и в кроватку уложили. Так, первый готов. Давайте расскажем ему сказку. А он опять пахнет. Да что ж такое-то? Я же тебя всего намыла.
Что-то с подгузником, да? Хорошо, хорошо, сейчас найду, где этот подгузник. Не успеваю. Так, Вивиан одного уложила, а второй спит. Поэтому давайте, она тоже пойдет спать. На сегодня она молодец. Ой, Тео проснулся. Тео проснулся и вырос. Ой, как рано, в 2 часа ночи. Джейден в 5 у нас повзрослел. Нажимаем генератор. Легкомысленный, дурашливый и любопытный. Ой, ой-ой-ой. Вот наш Тео. Питание. А чем нам его питать? Он же тоже теперь нашу рыбку будет есть, правильно? И гигиена. Искупать в ванной. А ванны у нас тоже нет. Аарон тем временем у нас все делает рабочие задания, поэтому, Вивиан, давай, вставай обратно, пойдем смотреть, что делать с малышом. Ну, а так как сегодня воскресенье, я тогда пойду тратить деньги. У нас 622 симолеона нужно оставить на счета, и всего 850 бюджет. А так как в понедельник у Аарона может быть повышение, то я перестрахуюсь и лучше оставлю деньги на оплату счетов, вдруг нам их принесут до 10 утра. Итого мне остается 200 симолеонов. Пошла шопиться. Как и обещала, убираю статуэтку, которую нам дали в подарок, в багаж, потому что у нее там уют есть. И вот все детальки убираю с минус 2 этажа, так как на их место у нас скоро разместятся другие детальки. Улучшать мы ничего не можем пока, поэтому они нам и не пригодятся. И на 200 симолеонов я куплю 2 мусорных ведра, одно для подгузников и второе обычное. Вот наш шопинг и закончился. И на этом я буду заканчивать этот эпизод. Это воскресенье я немножко поиграю сама. Нужно мне сосредоточиться на Аароне. Поэтому все, давайте прощаться. Как всегда, посмотрим календарь. Это уже пошла 9-я неделя. Аарон на ней получил 2 повышения. И в понедельник у него будет день рождения. Ну, а в следующем эпизоде, я думаю, мы все-таки пойдем за девочкой, да? Пойдем за Мэй. И на этом все. Пока-пока.